Основные проблемы, которые мешают ребенку успешно учиться в школе. Здравствуйте, дорогие родители, меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и вы на канале Школа скорочтения и развития интеллекта у детей. Мало кто из родителей, у кого есть дети школьного возраста, не сталкивается с проблемами в обучении ребенка. Давайте разберемся, какие в принципе есть проблемы, на какие большие блоки раздела эти проблемы делятся и, соответственно, как эти проблемы выявить и решать. Начнем мы с блока нейропсихологических проблем. Я думаю, многие слышали это сейчас модное слово нейропсихология, но немногие, в принципе, понимают, что оно означает и что это за направление и вообще какие это проблемы. Давайте начнем с примера. Есть мальчик Миша учится в 6 классе, и у мальчика Миши отвратительный почерк. Не просто плохой, отвратительный. То есть учителя занижают оценки на 1, 2 и даже 3 балла, потому что абсолютно не понимают, что мальчик Миша пишет. Родители мальчика Мишу вводят на различные курсы каллиграфии, но и тут тоже нет никакого решения, потому что другие ребята в группе на курсах каллиграфии, у них результаты очень сильно улучшаются, а мальчик Миша как писал курицу лапой, так и продолжает писать. И тут родители отдают мальчика Мишу на занятия нейропсихологии. То есть ребенок делает какие-то непонятные физические упражнения, бегает, ползает, поднимает руки, ноги, двигает глаза, и буквально там через 2, 3, 4 месяца у Миши исправляется почерк, причем исправляется коренным образом. Самое удивительное, что родители не понимают, почему это происходит, потому что, напрямую никаких упражнений для развития вроде как письма на занятиях не делали. Что произошло с мальчиком Мишей? Есть такое понятие, как онтогенез. Это процесс развития мозга, не мозга, а вообще человека, да, от рождения до смерти. Соответственно, в этом процессе, в онтогенезе, развивается мозг. То есть для того, чтобы мозг развился полноценно, он должен пройти определенные этапы. Например, ребенок должен в какой-то период времени поползать. Если он не поползал, а сразу начал ходить, то это не очень хорошо. Во время ползания формируются участки мозга, отвечающие за пространственную ориентацию и, в частности, за письмо. То есть, допустим, этот период мальчик Миша в детстве пропустил, и, соответственно, вот результат – плохой почерк. Делая простые упражнения, например, поползав определенное количество времени, у мальчика Миши эта область мозга развилась, и, соответственно, и почерк скорректировался. Я, конечно, дал очень простой, упрощенный пример, но работает это примерно так. То есть, если у вашего ребенка проблемы вот такого характера, гиперактивность, проблемы серьезные с вниманием, с чтением, с письмом, то, возможно, проблемы имеют нейропсихологические корни. Следующий блок проблем – это проблемы психологического характера. То есть, это проблемы, связанные с неумением ребенка, например, выстроить правильные взаимоотношения со сверстниками, либо с учительницей. Например, возьмем того же Мишу, на которого в 3 классе накричала учительница, либо учительница при всем классе как-то нелестно о нем отозвалась, и, соответственно, дети в том же 2-3 классе начинают также, извиняюсь за слово, глумить Мишу, и, соответственно, у него вырабатываются определенные комплексы психологического характера. То есть впоследствии Мише будет очень
трудно при этой учительнице показать какие-то лучшие результаты, потому что у него уже сформировались определенные убеждения, плюс его одноклассники к нему уже тоже предвзято относятся, потому что учитель допустил такое нелестное замечание. Понятно, что это невозможно проконтролировать, но в любом случае нужно сводить ребенка к психологу, если вот у ребенка есть проблемы типа того, что он сильно застенчивый, стесняется отвечать на уроках, принципиально не хочет ходить в школу. То есть ребенок ходит на различные спортивные секции, достаточно хорошо, успешно занимается с репетитором, но ему прям вот совсем не нравится ходить в школу, либо есть какие-то конфликты с одноклассниками, ребенка постоянно бьют, либо ребенок сам постоянно кого-то бьет, с кем-то дерется. Это весь комплекс проблем психологического характера, которые успешно решаются на консультации с психологом. Третий большой блок проблем – это проблемы с мотивацией. Понятно, что достаточно сложно объяснить ребенку, зачем в принципе нужно учиться. Попытки объяснить вида, что учись сейчас хорошо, в дальнейшем устроишься на хорошую работу, они не работают по нескольким причинам. Во-первых, когда вы говорите 8-9-летнему ребенку «учись хорошо» и по окончанию школы устроишься на хорошую работу, либо получишь, не знаю, что-то волшебное, так не работает. Почему не работает? Потому что у 8-9-летнего ребенка длительность жизни в его субъективном представлении это 4-5 лет. Да? То есть до 4 лет человек себя нормально еще не осознает как личность. У кого-то раньше, у кого-то позже. Но вот, допустим, 5-6 лет ребенок, длительность осознанной жизни ребенка. Школа закончится для 8-летнего ребенка через примерно 10 лет. То есть это в 2 раза больше, чем длительность его текущей жизни. Да? То есть это какой-то промежуток времени, когда-то бесконечно далекий, непонятный, и естественно делать что-то сейчас для того, чтобы что-то получить когда-то непонятно когда, ребенок не будет. Ну и во-вторых, даже объяснение на примере каких-то ваших успешных знакомых, да, либо вас, что вот вы такими успешными стали за счет того, что хорошо учились в школе, тоже не совсем хорошо работает, потому что ребенок не дурак и прекрасно видит, что происходит в настоящем мире. Да? Он видит, например, каких-то киберспортсменов, то есть людей, которые играют в компьютерные игры и зарабатывают баснословные деньги, при этом абсолютно не учась. Он видит различных блогеров, которые также зарабатывают огромные деньги и очень успешные, при этом непонятно, как они учились, скорее всего, даже учились плохо. Поэтому вот эта мотивация тоже такая, скажем так, не особо эффективные. Я думаю, что я запишу отдельное видео, в котором подробно расскажу, как вообще работает мотивация и как с мотивацией детской в различные возрастные периоды работать. Следующая причина, следующий такой большой блок – это незнание методик эффективного обучения. В принципе, это то, чем я во многом занимаюсь, чем занимается школа скорочтения и развития интеллекта, которые по моим методикам более чем в 50 городах России и СНГ работают. Что вообще это такое?
Современные знания о строении мозга, современные научные исследования позволяют создавать методы обучения, которые значительно эффективнее. Что значит эффективнее? Это означает, что при тех же временных затратах или даже при меньших временных затратах результат получается значительно лучше. Ну, например, можно научить ребенка готовить пересказ достаточно большого параграфа буквально за 10-15 минут. Так что, подготовив этот параграф, ребенок, обучившийся по нашей, например, системе, будет пересказывать его лучше, чем такой же ребенок, ребенок такого же возраста, примерно с такими же умственными способностями, и который потратил там 2-3 часа на подготовку данного пересказа. Все основывается на методах, то есть это такие инструменты, которые, если ребенка научить, он будет это в своем школьном обучении использовать, и ему будет значительно легче, во-первых, учиться, а во-вторых, будет учиться он значительно лучше. То есть есть методики, которые позволяют легче учить стихи, легче пересказывать параграфы, быстрее читать, лучше понимать и запоминать прочитанное. То есть это огромный пласт различных методов, которые позволяют учиться сильно легче и сильно лучше. Ну и пятый блок проблем – это проблема гаджетов. Ни для кого не секрет, что сейчас повально большинство детей залипают в телефонах, в планшетах, в ноутбуках, то есть постоянно проводят время перед экраном. Проблема очень серьезная, потому что в частности, нейропсихологические проблемы во многом связаны именно с проблемами с гаджетами, да, потому что когда ребенку в 2-3 года дают планшет для того, чтобы он не отвлекал родителей, и все обучение миру происходит у ребенка не за счет ползания, попытки свернуть себе шею, засовывания чего-то себе в рот, ломания каких-то предметов, да, ну, то есть не за счет физической активности, как это должно быть естественно, а за счет сидения в планшете. Это приводит к тому, что, во-первых, мозг неправильно развивается, ну а во-вторых, огромные проблемы с вниманием у таких детей. То есть ребенок не может сконцентрированно, внимательно сидеть над какой-то задачей более-менее долго. Это также большая проблема, очень тяжело решаемая. Отдельное видео, отдельную программу запишу и расскажу, какие способы, какие методы есть для того, чтобы эту проблему решить. Я рассказал о 5 основных проблемах, которые, по моему опыту, мнению и исследованиям, чаще всего встречаются у современных российских школьников. Итак, давайте еще раз перечислю. Это нейропсихологические проблемы, это психологические проблемы, это проблема с мотивацией, это незнание методик эффективного обучения и это проблема гаджета. Я думаю, не так сложно вам, как родителю, определить, какая проблема именно у вашего ребенка. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, какая проблема у вашего ребенка, и в дальнейшем, в следующих видео, я подробно разберу каждую из этих проблем и дам действенные инструменты, действенные методы, как помочь своему ребенку эту проблему решить. Спасибо за ваше внимание. С вами был Шамиль Ахмадуллин. Успехов в учебе. Пока-пока.